Ребята, всем привет! Возможно, что американский писатель, теоретик, педагог, критик медиа и культуры Нил Постман просто предвидел эволюцию культуры в 80-х годах 20 века. За 20 лет до появления интернета и за 25-26 лет до возникновения социальных сетей. Когда у нас ВКонтакте появился в 2005-2006, да, ну вот и Facebook примерно чуть раньше, за 2-3 года. Так вот, в своей книге «Развлекаемся до смерти» он сделал такое наблюдение о том, что люди в будущем не будут взаимодействовать друг с другом, когда телевидение уже станет главным развлечением, и утверждал, что люди больше не будут разговаривать друг с другом, они будут друг друга развлекать. Далее я буду вести повествование в прошедшем времени, потому что пока лично я, да и многие сейчас находятся просто в каком-то подвешенном состоянии, просто безысходность какая-то. Все то, к чему мы шли последние 30 лет, все это рухнуло в один момент. И далее просто не видно траектории пути, невозможно как-то стратегически даже рассчитать. Непонятно, как будет развиваться культурная, как будет развиваться общественная жизнь, как будет элементарно развиваться бытовые отношения между людьми, межнациональные отношения, просто какая-то разобщенность во всем. Далее буду вести уже повествование абстрактно, постараюсь. И именно те, кто со мной на одной войне, на одной волне, они поймут. На них я и рассчитываю. Знаете, такое ощущение, что мы жили в обществе, практически каждый аспект жизни которого был сведен к форме развлекательной конкуренции за наше внимание. И не вникая в действительно важное для народа, мы занимались этим поглощением. И это все сделало свое дело. Современная массовая культура и массовые развлечения до нынешних дней являлись таким вот средством удовлетворения человека с эффектом притупления его бдительности. К тому же еще и обеспечивающих чувство соучастия, связи с большими группами. Всего того, что уже было. Какими в традиционной культуре были такие, вот, знаете, коллективные ритуалы. Так массовая культура предлагала нам легкий путь удовлетворения своих потребностей путем идентификации себя вот как раз вот с персонажами разных действий, которым мы хотели подражать. И только где-то в глубине души становилось только хуже, так как ощущение постоянной неудовлетворенности оно не проходило. И только притупление бдительности успокаивало. Не порождало это все не мотивацию к саморазвитию, нет, это ошибка, это ошибочное предположение. Оно не порождало мотивацию к знаниям, оно порождало зависть, она порождала ненависть. У кого-то просто безысходность. Внутри себя некоторые понимали, что что-то здесь не так. Некоторые не хотели терять вот это вот чувство соучастия. Но кто-то хотел открыться, но примерял на себя все те приемы, применение которых он видел на тех, кого совесть все-таки окончательно замучила. И он перестал быть индифферентным и прыгнул. А путь один, напрямую в котел. Знаете, у каждого правда своя. Тем не менее, по разным данным, 71% русскоязычного населения сейчас ощущает справедливый конец. Ведь теперь плохо всем.
и тем, кто образован, мотивирован, дисциплинирован, открыт новому, работоспособен. Теперь не стоит у нас такой вопрос, почему у них есть все, а у меня ничего. Теперь нет ничего ни у кого. Но ведь этого и хотели, стремились к этому, мол, как раньше, равенство. И постепенно, не сразу, но ракурс агрессии, он может плавно переключиться с этих двоих на третьего общего врага. Этот поворот и ожидается, на него как раз и вся надежда. Психология масс. И, кстати, бремя индивидуальной ответственности, которое распределено между членами группы, как раз-таки в группе и не ощущается. Я уже рассказывала об этом. Ты же в массе. Ты же винтик. Знаете, в нашей прошлой жизни, оказывается, были и наверняка еще есть такие каналы на YouTube, на русскоязычном YouTube пока есть YouTube, которые собирали донаты со зрителей и, извините за мой французский, просили обосрать какого-либо автора. И вот за эту казнь у всех на виду авторы просили деньги, авторы стримов. Так, видимо, на какое-то время зрителям становилось легче. Чувство соучастия, свобода от личной какой-то ответственности за все эти действия, борьба с собственными переживаниями, проблемами, комплексами, страхами, как раз вот путем избавления от такой вот тревожности. С помощью чего? С помощью преследования другого. Мол, я тут главный, я тут альфа. Но на самом деле, кто эти люди? Давайте вспомним. Во времена начала эры интернета с головой в соцсети уходили именно одинокие, забитые и не очень-то коммуникабельные люди. Они были жертвами, они убегали от социума. Они не могли налаживать социальные связи. Интернет позволял им как раз это делать. И гадить из-под тишка на более успешных из-за зависти. Видимо, избавляясь таким вот образом от их какой-то психологической боли. Уровень их агрессивности, он постепенно рос, и как раз-таки масло в огонь подливала вот эта вот вся безнаказанность. И вот как раз 2013-2014 года, как мне кажется, здесь меня поправьте, люди только и делают то, что пользуются тем, что в интернете можно безнаказанно выплеснуть свою высокую агрессивность, и это стало поголовным. Отсюда и современная как раз социальная культура, она и породила хейтера, вот таким как раз образом и породила человека, который не хочет и не может побороть свои собственные проблемы, комплексы, и вот идет избавляться от тревожности, преследуя другого. И это происходит на всех уровнях на самом деле. Причины и последствия лишь разные, потому что счастливый и наполненный человек, он не обидит другого, он не будет ему завидовать по-черному и портить ему жизнь. Таким образом, в каком-то смысле хейтерская деятельность, она, конечно же, спасает душевное состояние самого человека, хейтера, ведь оно дает ему частичное удовлетворение на время, оберегает его от тяжелой регрессии собственной, с ее непредсказуемыми последствиями. Но снимать напряжение таким образом долго не получится. Потому что дела любят приложенные усилия. Дела любят действия, работу.
а не отлагательство в разных их видах, государственных в том числе. Из уроков истории мы с вами прекрасно знаем о тех ужасных последствиях, к которым привели описанные чувства, которые проросли на почве крайней эмоциональной регрессии народных масс и ощущения постоянного чувства неудовлетворенности. Могу подробнее, чтобы избавиться от чувства неудовлетворенности жизнью, группе всегда нужен какой-то непримиримый лидер и враг. И лидер, получается, обещает им избавление от страданий, жизнь в идеальном мире, когда они победят врага. Пожалуй, самый выразительный пример такого лидера – это Адольф Гитлер. И в условиях социальных потрясений, экономической нестабильности Германии конца 20-х годов в 20 веке, как раз в людях и росла вот эта напряженность, а удовлетворение социальных потребностей не следовало. Вот и война. Длительное ощущение подвешенного состояния, оно очень мучительно. И один из способов избавиться – это как раз обрести самому себе, самого себя какой-то воображаемый контроль, самому стать карателем, совершать мнимую справедливость, надеясь на светлое будущее. Можно предположить, возможно, что подверженность людей к массовой культуре зависит от их уровня интеллектуального и эмоционального развития. И именно эмоциональный фон играет здесь ключевую роль, потому что для кого-то погружение в массовую культуру является временной передышкой, а кто-то был вынужден спасаться от каких-то своих личных, внутриличностных конфликтов, платя за свой мнимый душевный покой и свою свободу от личной ответственности, как раз-таки своей вот этой невозможностью развития своей индивидуальности. Популярная культура, она являлась средством. Но мы сами отвечали за то, что она нам дает. Социальный сон, временное облегчение от комплексов или действительно саморазвитие. Встает важный вопрос. Популярная культура и интернет, они стояли на службе у человека или они приводили его к моральной деградации? Или они просто бдительность притупляли? А может и хорошо, что агрессия была в сети. А что будет, если такой отдушины не будет? Или не будет связи между людьми? Поживем, увидим. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на мой канал. До встречи в новом мире. Всем пока.